bitch. Holy God. Hasta la vista, baby. Жил я в военном городке, и в этом военном городке ребенку развлекаться вообще было нечем. Это можно было просто погулять, встретиться с друзьями, почитать книжки или же посмотреть кино. Книжки я тоже очень любил, но кино любил больше всего. А в этом есть одна единственная причина. Мама моя работала тогда в доме офицеров, и я мог попасть на любой киносеанс бесплатно. И вот в один погожий солнечный день я вышел на улицу, и на улице из друзей не оказалось никого. Немножко послонявшись по улице, я решил сходить в кино. И тогда я увидел свой страх детства. Это был мой первый страх. И я после этого стал панически бояться воды. А посмотрел я фильм, который назывался «Челюсти 3». И вот тогда, в моем детстве, меня так впечатлила сцена с большой акулой, которая нападает на развлекательный центр. И у меня появился страх воды. Сейчас бы, конечно, меня эта сцена бы не удивила, даже не впечатлила, но тогда в моем детском воображении мне рисовалось, что эта акула сейчас съест и меня. Ну, сейчас эта сцена, конечно, выглядит не очень красиво, и сразу видно, что это дешевая компьютерная анимация. И даже непонятно, почему в детстве я испугался этой сцены. И мое знакомство с этой, так сказать, франшизой «Большой челюсть» почему-то начался именно с третьего фильма. Конечно же, я потом посмотрел и первую часть, и вторую. Первая часть меня очень тоже впечатлила, хотя и акула была поменьше, чем в третьей части, но атмосферу режиссер сумел очень хорошо передать. Хотя она и небольшая, но все равно было страшно. Storybox Audio. Сейчас, конечно, известно, что эту картину снял такой известный режиссер, как Стивен Спилберг.
Но это могло быть по-другому, потому что изначально продюсеры Дэвид Браун и Ричард Занук хотели, чтобы этот фильм снял Дик Ричардс. Но когда начались деловые переговоры и Дик Ричардс назвал акулу китом, было понятно, что этот режиссер не подойдет к этому фильму. И тогда пригласили Стивена Спилберга. И это было начало карьеры знаменитого режиссера. Конечно, продюсеры немножко сомневались, может быть, мог бы снять бы хорошо малоизвестный режиссер. Тогда Стивен Спилберг только начинал снимать, и это было его началом карьеры. И вот в феврале 1974 года начались съемки фильма «Безмолвие в воде». Такое было рабочее название у нашего фильма. Съемки продолжались с февраля 1974 года по апрель 1975 года. Съемки продолжались со 2 мая по 15 сентября 1974 года. С октября по декабрь были некоторые дополнительные съемки, а остальное время был это монтаж и подготовка к премьере. Бюджет фильма «Челюсти» составлял $12 миллионов. По тем временам это были очень большие деньги. Так как акулу невозможно было дрессировать, то при съемках использовали механическую акулу. Storybox Audio. Главной героиней фильма была акула, так как съемки акулы длиной 8 метров были невозможны. Storybox Audio. То решено было использовать механическую акулу. Только на акулу было потрачено $2 миллиона бюджета. Джону Алвису, художнику фильма, было поручено найти человека, который бы и смог создать такую акулу. Художнику картины очень не везло. Куда бы он ни обращался, ему все говорили, что это невозможно. Storybox Audio. Но он обращался к специалистам по спецэффектам, и ему рассказали о человеке, который к тому времени уже был Storybox Audio. на пенсии, который делал для фильма 20 тысяч лье под водой большого огромного спрута. И его звали Боб Мэтти. Когда Джон Алвис разговаривал с Бобом, он увидел, что при разговоре не было никакого такого привычного скептицизма. И Storybox Audio. когда Джон Алвис спросил у Боба Мэтти, возможно ли это сделать, такую акулу, он получил такой ответ, что все в наших руках и ничего нет невозможного. Так как акула должна быть выглядеть устрашающе, делались наброски 6-метровых и 9-метровых акул. И был сделан
вывод, что оптимальный размер акулы должен быть 8 метров. Акулы таких размеров могли быть в Storybox природе. Audio. Могли бы существовать в природе. Сначала в акуле применяли электричество, на которых работала гидравлика и другие механизмы. Storybox Audio. Но потом стали использовать вместо гидравлики пневматику, чтобы не появлялись масляные пятна на воде. Также был фактор времени. Он заключался в том, что должны были скоро начаться съемки на воде. Акула на суше работала отлично. Storybox Audio. И когда эту акулу показали специалистам по акулам, Рону и Веллери, они сказали, что так акула не может двигаться слишком подвижно. Storybox Audio. И замечание было принято. Акула создавалась в нескольких вариантах. Была Storybox также Audio. полноразмерная акула. Стивен Спилберг ее называл большой белой дурой, так как она очень часто выходила из строя. Также был сконструирован отдельный плавник. Storybox Audio. Также были еще построены правосторонняя акула и левосторонняя акула. Таинственность фильма Storybox была Audio. снята. Во время съемок кто-то проник на склад и сфотографировал одну акулу. Но все-таки таинственность и фактор таинственности привлекал большой интерес людей к фильму. Съемки с акулой происходили очень тяжело, так как механизмы ежедневно ломались Storybox Audio. и крушились океанскими волнами. Так как акула очень часто ломалась, было найдено очень хорошее решение, Storybox Audio. чтобы акулу не всегда показывать. Так появилась зрелищная сцена погони за акулой. Когда бочки, сброшенные с лодки, всплывали на поверхность, и они обозначали нахождение акулы. И вот однажды, в сентябре, акула все-таки заработала. И была снята сцена с Роем Шайдером. Storybox Audio. Помимо того, что ее Стивен Спилберг, это акулу, Стивен Спилберг назывался большой белой дурой, обычно ее акулу на Storybox съемочной Audio. площадке назвали Брюсом. Акула была названа в честь адвоката Стивена Спилберга Брюса Раймера. Storybox Audio. Стивен Спилберг, можно так сказать, по своей неопытности, думал, что мог снять акулу механическую в море. И только одна сцена с нападением на клетку акулы была снята в бассейне. Storybox Audio. Когда началась съемка на воде, все стало сложнее для режиссера.
Съемкам мешала постоянная качка и движение. Пока режиссер ставил сцену, катер разворачивала или сносила. И чтобы снять небольшой кусочек фильма, Storybox приходилось Audio. затрачивать очень большое количество времени. Но самое главное то, что рядом проходила парусная регата, и не было дня, чтобы какая-нибудь Storybox яхта Audio. не попала в кадр. И приходилось ждать, пока яхта не уйдет из кадра, и съемки начинались заново. Стивен Спилберг один раз решил подсчитать, Storybox Audio. сколько времени уйдет на постановку кадра заново. И это занимало больше часа. Такое же количество времени Storybox парусники Audio. проходили мимо камеры. И режиссер решил, что не будет менять локацию, потому что на постановку кадра Storybox на постановку Audio. кадра уходит такое же количество времени, сколько проходит яхта перед съемочной площадкой. Storybox Audio. Storybox Audio. И мне еще хотелось рассказать немножко о том, как появилась книга «Челюсть», которая поспособствовала рождению Storybox такого Audio. знаменитого фильма. Сам автор Питер Беншли хотел написать книгу об акуле, которая нападает на людей, но поначалу у автора это ни к чему не приводило. Storybox Audio. В 1964 году Питер Беншли прочитал рассказ о ловце акул, который выловил большую белую акулу весом более 2 тонн Storybox рядом Audio. с Лонг-Айлендскими пляжами. Тогда он подумал, а что было бы, если бы такая акула нападала на людей? Но снова творческий порыв, он так остался порывом, и книга не создалась. Но в 1970 году создатели все-таки заинтересовались этой идеей. Так и родилась и идея этой книги. Автор книги не знал, как назвать книгу. Книгу могли вообще назвать «Безмолвие в воде» или «Тихие глубины» или «Подъем Левиафана». И вот когда до сдачи книги оставалось 20 минут, произошел Storybox разговор Audio. с редактором в ресторане, при котором Беншли и сказал: единственное слово, которое хоть что-то значит в этой книге, это «челюсть». Storybox Audio. Назовите книгу «Челюсть». И вот так обед в ресторане и способствовал появлению этого названия. У Питера Беншли это был дебютный роман, и даже он сам сомневался в успехе. Но книгу все-таки отправили в Book the Month Club и Literary World. Storybox Audio. Также книгу отправили в Бантам и
Книга эта также попадала в другие издательства. И хотя это была дебютный роман, книгу поместили в Storybox категорию А, Audio. то есть ее выбрали в главную группу. Потом ей также заинтересовался Reader Digest, Storybox а затем Audio. права на эту книгу выкупила Бантам, книжное издательство, за $575 тысяч. Storybox Audio. Потом ее также представили на аукционах для кинокомпании. И потом Зануки Браун из Universal Pictures купили права на книгу за $150 тысяч. Книга им очень понравилась, и они решили, что снимать обязательно будут фильм по этой книге. Storybox Но Audio. никто не знал, как он будет сниматься, и методы съемки были непонятны. Вот что сам Стивен Спилберг говорил об этой Storybox книге. Audio. Мне вручили книгу, на которой было написано «Челюсти». Сначала было непонятно, о чем эта книга. Ведь название «Челюсти» в то время не было. Storybox И Audio. никто не знал о челюстях. Челюсти — это было простое слово. Я еще не знал, что ему суждено стать бестселлером. Я прочитал его, и меня осенило, Storybox Audio. что это же в точь-в-точь мой недавний фильм. И будучи молодым, я подумал, в словах «дуэль» и в словах «челюсти» 4 буквы. Я много увидел похожего с фильмом «Дуэль» и книгой, что подумал, это же продолжение фильма «Дуэль», но только в море. И меня это заинтересовало. Storybox Audio. Storybox Audio. Постер к фильму создал Роджер Костелло, иллюстратор книг и журналов из Нью-Йорка. Для начала эту обложку использовали для книги. Storybox Audio. Роджер показал грубый набросок обложки, и ее сразу утвердили. Работа над обложкой происходила в Музее естественной истории при помощи фотоаппарата. Storybox Audio. Роджер стал работать над образом акулы. Там были макеты, гипсовые макеты акул, Storybox Audio. которые очищались от пыли, и они лежали на боку. И увидев одну акулу, Роджер решил, что это как раз тот образ, который ему нужен. Storybox Audio. А девушку снимали на студии в Нью-Йорке. Это была очень красивая модель, которая работала на Storybox Audio. Scout House Keeping. Иллюстратор просто подошел к ней и попросил остаться после работы буквально на полчаса. Storybox Audio. Девушка спросила, для чего и для кого происходят эти съемки. Роджер ответил, что для челюстей, но тогда никто не понимал, что идут съемки Storybox фильма. Audio.
И девушка согласилась. И плывущую пловчиху снимали на табуретке. Storybox Audio. Тогда действительно никто не знал, что это фото будет знаменитым. Storybox Audio. В чем же заключается Storybox феномен Audio. этого фильма? Чем же он меня так сильно поразил в детстве? Наверное, во-первых, режиссер очень удачно Storybox сыграл Audio. на инстинктивном страхе человека. Также мне в детстве очень страшным показался взгляд акулы, которая не мигала Storybox своими глазами. Также, наверное, можно сюда причислить к феноменам этого фильма музыку. Storybox Очень Audio. настороженная, встревоженная музыка, которая уже подготавливает зрителя к чему-то плохому. И очень была Storybox Audio. грамотная работа режиссера Стивена Спилберга. Хотя можно было бы и сказать, что это был уже не совсем дебютная работа, но очень грамотно было сделано. Storybox Audio. Когда ты включаешь этот фильм, тебе хочется посмотреть, не останавливаясь на его с начала до конца. Storybox Audio. Сама акула была чем-то таким страшным, к которому вообще не хотелось подходить. Storybox Audio. Слоган фильма был: «После этого ты больше никогда не зайдешь в воду». Он действительно соответствовал этому фильму. Когда я посмотрел Storybox фильм в Audio. детстве, я действительно начал обходить не то, что там большую и глубокую воду. Мне даже было страшно смотреть в лужи. Storybox Audio. В этом фильме никто еще до Стивена Спилберга не делал такого, и можно сказать, что этот фильм феномен. Storybox Audio. Грамотный подход к рекламной кампании, которая очень привлекала людей к этому фильму. Storybox Audio. Плюс к этому еще можно добавить, что фильм был уже снят уже на известном романе Питера Беншли под одноименным названием «Челюсти». Это все сыграло очень Storybox на Audio. руку режиссеру. Релиз фильма «Челюсти» состоялся в 400 кинотеатрах, что никогда никто не делал до этого фильма. Так как рекламная кампания подогрела интерес людей к фильму, Storybox Audio. фильм ждал коммерческий успех. Это была первая рекламная кампания на телевидении, которая рекламировала фильм.
Для рекламной Storybox кампании Audio. использовали голос Перси Родригеса. Была идея сделать большое, спокойное, но эффективное видение, а не перекрывать голосом ужасающие кадры. Storybox Audio. Голос уступил визуальному ряду. Рекламная кампания так впечатлила людей. После этого они годами не могли и не хотели заходить в хобби. Storybox Audio. Просмотр фильма в Лонг-Бич, Калифорния. Глава директоров Universal Pictures попросили сократить количество кинотеатров. Storybox И это Audio. было специально сделано для того, чтобы люди ездили в другие города на просмотр фильма и тратили деньги. При Storybox просмотре фильма возникали трудности, но желание посмотреть фильм у людей заставляли их ездить в другие города и тратить деньги. Storybox Audio. Также можно причислить к феномену этого фильма то, что Стивен Спилберг не получил Оскар за этот фильм как режиссер. А после выхода Storybox Audio. в Америке фильм завоевал весь мир. Также были отсылки и в мультфильмах, и в других фильмах Storybox Audio. на этот фильм, на фильм «Челюсти». Storybox Audio. Фильм «Челюсти» еще знаменит тем, что он запустил эру мерчендайзинга, то есть сопутствующих товаров. Потому что Storybox потом, мне Audio. кажется, после фильма «Челюсти» каждый фильм обрастал какими-то сопутствующими товарами. Storybox Audio. Вот такой фильм. И действительно, это феномен своего времени. Сейчас, конечно, уже никого не удивить этими спецэффектами. Суперкомпьютеры могут Storybox Audio. сделать и любую сцену из прошлого, будущего. Но это действительно был фильм-феномен для того года. Storybox Audio. Вот такой получился у меня фильм Storybox Audio. из детства, который уже изобилие современных фильмов, наверное, мало кто вспомнит. Storybox Когда Audio. я собирал материалы по этому фильму, я очень много нашел этих разных интервью. И Storybox Audio. мне хотелось бы, конечно, привести их здесь все факты о фильме, вырезанные сцены, но ролик затянулся, наверное, на 3 часа Storybox или Audio. был бы даже больше. Я сделал подборку таких интересных фактов, которым было бы интересно узнать и вам. А также мне бы Storybox Audio. хотелось узнать, какой был забытый фильм детства из ужастиков у вас.
«Челюсти» — это один из тех Storybox фильмов, Audio. который меня ужасал в детстве. А о других фильмах ужасов, которых я посмотрел в детстве, расскажу в другом ролике. Оставляйте комментарии, что вы Storybox думаете Audio. об этом фильме. Обязательно подписывайтесь на канал. И, конечно, увидимся еще в следующем ролике. До встречи. Storybox Audio. Storybox Audio.